Всем привет, с вами вновь Антон Логинов, и перед вами лицо абсолютно счастливого человека. Почему? Потому что я 4 часа играл в Battlefield 2042, и, может быть, это мало для того, чтобы составить полное впечатление, но достаточно для того, чтобы уже орать. Это, мать его, игра года. На самом деле, со мной такого давно не было. Я с линцой достаточно запускал бету, я ждал игру, но представить, что вот буквально так, по щелчку, этот проект меня вернет вот там на 10 лет назад, когда выходил мой любимый Battlefield 3, и что он сможет, во-первых, очень точно воссоздать те эмоции, за которые я его любил, а во-вторых, умудриться их перекрыть, вот этого я не ожидал. Итак, что вас ждет через пару дней, когда начнется открытое бета-тестирование? Там будет одна карта, это Orbital, это одна из самых больших карт Battlefield 2042. Если вам нужна какая-то информация о том, как устроена новая игра, какие там нововведения, то пройдите по ролику, который я делал летом. Там все исчерпывающе. А я сейчас буду делиться только, мать его, впечатлениями, потому что, ну вот реально хочется брызгать слюной просто во все стороны и орать, блин, как же круто, DICE, молодцы. Потому что, ну на самом деле, это тот самый Battlefield 3, только вот так, как если бы он выходил в 2021. То есть с гораздо большим масштабом, с охренительной графикой. То есть я, смотря ролики на YouTube, даже себе не мог представить, как эта игра будет выглядеть дома в 4К. Она выглядит охренительно. И это раскрывается вот просто в миллионе мелочей. Я практически сходу побежал летать на вертушках, это мое любимое дело еще со времен Battlefield 2. И я охренел от того, как это сделано. То есть ты летишь, ты видишь трассирующие канонады, которые летят с земли, пытаются тебя сбить. Это визуально просто потрясающе. Когда начинается шторм, просто все лобовое стекло заливает водой, начинает, в общем, машину трясти, и ты понимаешь, что это не только визуальный эффект, а это еще влияет на геймплей. Авиация в плохую погоду будет работать намного хуже. Это прямо вау. Единственное, что мне не понравилось, что если переключаешься на вид от третьего лица, то видимость становится намного лучше. Вот. Ну, от третьего лица стрелять неудобно. И ты летаешь, постоянно переключаясь с третьего лица на первое. Физика, кстати, очень интересно сделана. Она, на самом деле, стала, по моим ощущениям, аркаднее. Возможно, меня память подводит. Но она стало проще техникой управлять. Но все вот знакомые моменты, которые у тебя в памяти отпечатались, вот буквально в мышечной памяти, как управлять техникой, как управлять вертолетами, танками, с каким навесом стрелять. Вот мне кажется, все эти моменты практически досконально воссозданы вот на этом новом движке. То есть я практически сразу почувствовал себя как дома, начал, в общем-то, на легком разведывательном вертолете выделывать различные виражи, постоянно просто сея смерть, и вот это прям мое. За это я обожаю Battlefield. Когда ты на земле, это не менее феерично, потому что охренительная растительность, шикарно просто, все деревья разлетаются в труху, загораживают обзор, взрывы, то, как себя ведет техника. Танки, кстати, ну вот, наверное, это всей техники касается, все-таки поаркаднее стало, потому что карты стали гораздо больше, они, видимо, решили придать технике скорости и легкости, поэтому, ну вот, танки здесь не ощущаются такими тяжеловесными, хотя вот по управлению, когда ты в кабине, ну это очень напоминает Battlefield 3, тоже я практически себя
почувствовал как дома. Что касается карты Orbital, ну она гораздо больше, да, действительно больше, чем мы привыкли видеть там в том же Battlefield 3-4, но на самом деле, учитывая возросший масштаб игры, это не ощущается. То есть все быстрее бегают, быстрее по этой карте перемещаются, и да, ты понимаешь, что она больше той же Каспийки, но есть большое отличие именно в дизайне карт. Я не знаю, как они этого достигли, но чем меня поразил Battlefield 2042, то что куда бы ты ни бежал, карты сделаны так, что постоянно на экране творится дикий экшен. То есть это, наверное, первый Battlefield, который выглядит так, как его показывают в постановочных геймплейных роликах. Вы помните, когда нас поразил, да, рекламный ролик Caspian Border? Где такие армии друг на другу навстречу мчатся, все стреляют, вертолеты летают, постоянно какие-то безумные сцены. И да, в Battlefield 3 это было, но, да, там раз в сколько-то минут. Здесь этот трындец творится постоянно. Эта игра просто генератор вау-моментов. Это такое прям забытое ощущение, потому что даже в Battlefield этого давно не было. Это то, что они называют Only in Battlefield, да, вот оно здесь в полной мере. У тебя постоянно падает челюсть от того, что происходит на экране, особенно когда это происходит благодаря тебе. Потому что, ну, только в Battlefield у тебя может быть ожесточенная перестрелка, на тебя выходит противник, ты понимаешь, что ты сейчас умрешь, и в последнюю секунду его там сносит пролетающий вертолет, еще техника к херам вокруг разносится. Или ты там на вертолете преследуешь какой-нибудь джип, чувак не справляется с управлением и кубарем начинает лететь с горы. И благодаря тому, что это все-таки Battlefield на новых технологиях, теперь это реально супер кинематографично выглядит. Эффекты, как работает там подвеска у тачек, все это вау, это вот Battlefield 3 таким, каким я его хочу видеть в 2021 году. Новая система классов, она достаточно запутанно звучала в презентации разработчиков летом. На самом деле оказалось все просто. У нас теперь есть оперативники, вот в бете их 4 доступно. И оперативник — это равно гаджет, который ты берешь. Это может быть там у Бориса, который также Петр, стационарная турель. У разведчика это дрон, которым ты можешь удаленно управлять, или он может в автономном режиме всех помечать. А у Assault класса появилась крюк-кошка, да, такой автоматический гарпун, который тебе позволяет на здание мгновенно залезать. Кстати, он меня разочаровал, потому что нельзя прицепиться к вертолету. По крайней мере, у меня не получилось. А было бы весело. И к ракете нельзя было прицепиться. Я пытался. Так вот, ты выбираешь персонажа и получаешь вот соответствующий гаджет, а все остальное, пушки, гаджеты, которые ты берешь, они могут быть любыми. То есть, хочешь бегать со снайперской винтовкой из Assault, да пожалуйста, кто тебе не помешает. Хочешь там C4 бери, хочешь армированные пластины, хочешь там иглу с собой таскай. Ну, короче, все очень просто. И на самом деле очень смешно. Я первое время искал, где же атачменты, где у нас оружие собирать. Оказалось, что все очень просто. Ты кнопочку Т прямо во время игры нажимаешь, всплывает меню, как в Crysis, и ты на ходу просто меняешь все обвесы, которые ты открыл. Ну, в бете несколько обвесов открыто и прицелов. И ты на ходу прямо собираешь свою пушку. С одной стороны, это не очень удобно, потому что в этот момент тебя могут убить. С другой стороны, очень круто. Играешь с одним прицелом, залез куда-то повыше, тебе нужно видеть подальше, поменял прицел прямо по ходу дела, и никаких проблем, не чувствуешь никакого дискомфорта. С техникой все, в принципе, по-старому. Очень удобно, что показывается время до респауна вертолета, если ты жаждешь снова в него залезть, например. Ну и главное нововведение, то, что ты теперь технику можешь заказывать прямо на поле боя. Очень эффектно она приземляется. Что касается карты, то реально очень много различных объектов, туннелей, проходов, всевозможных способов передвигаться по местности. Если ты залез куда-то высоко, там обязательно будет трос, по которому ты можешь спуститься. Тебе нужно подняться наверх стартовой площадки, можешь по лестнице бежать, можешь там тросом воспользоваться, можешь лифтом. Много всяких интерактивных элементов, например, там много где находится на карте хранилище с хладагентом, и если эти цистерны взрывать, то все
солдаты вокруг будут получать обморожение. Ракету эту здоровую, естественно, тоже можно рвануть. Но вообще не ждите какой-то next gen разрушаемости. Эта игра все-таки кросс-ген, поэтому она выглядит как вот визуально супер современная игра, в которой охренительный масштаб, вот они на это ставку сделали. Но в остальном это все-таки кросс-ген. Здесь нет каких-то супер-пупер новых технологий, они не стали делать какую-то нового уровня разрушаемость, потому что ее бы не потянули старые консоли. И это немножко печально, с другой стороны, оставляет нам, в общем-то, задел для сиквелов, в которых все будет гораздо сочнее, которые будут только next gen only. В общем, на самом деле слов нет. Одни эмоции вот так вот реально брызгаю слюной во все стороны. Постоянно у меня флешбеки от того, что происходило. Там я вспоминаю, как летел на вертолете, с трудом там справлялся с управлением, немножко задел здание и при этом задавил врага, который в этот момент там где-то по лестнице бежал. Ну и вам, конечно же, интересно, что там с Торнадо. Но на самом деле мы вот за эти 4 часа не сумели понять, потому что оно появилось только один раз, и, естественно, все игроки ринулись прямо в эпицентр. Выглядело это эпично. И, возможно, так оно первое время и будет. То есть Торнадо будет появляться как такой праздничный ивент для всех. Просто все бросают все свои дела, перестают стрелять друг в друга, прям как в том трейлере, и начинают на парашютах кататься на этом торнадо, правда, потом постреливая друг по другу. И на самом деле, если ты в технике, да, тебя может очень высоко поднять и запулить на другой конец карты, ты разобьешься, но если ты с парашютом, то тебя просто поднимает на очень большую высоту, и ты планируешь вниз. И, в принципе, так можно быстро забраться на какую-нибудь постройку или десантироваться в неожиданное место для врага. Но на этом все. Пока это просто весело, как он еще будет влиять на геймплей, сказать пока что сложно. Но в любом случае, это фантастическое зрелище. Видно просто из любого конца карты и с любого ракурса безумно красиво. Мы, кстати, играли далеко не в финальный билд, и вы, кстати, тоже будете играть в открытой бете далеко не в финальный билд. То есть об этом разработчики прямо сказали, выкатили старую версию, баги в ней есть. Меня вот задрало то, что если ты в технике сидишь стримком, у меня при этом постоянно трясся экран, и очень тяжело в кого-то было попадать. Но, несмотря на все это, оторваться я не мог, и если вы любите Battlefield 3 особенно, то и вы не сможете. Реально, наша игра, она, во-первых, сначала прервалась с тем, что весь Facebook рухнул и Amazon. И мы думали, на самом деле, что все, на этом все закончилось, но потом сервера подняли, и вот я снова с красными глазами продолжил играть, и если бы они это дело не остановили, я бы тоже, я знаю, не остановился, я бы играл до утра, я бы забил на этот ролик его записывать, мы бы его не смонтировали вовремя. Очень хорошо, что сессия была ограничена. 8 числа продолжим, сами все увидите. Увидимся на полях сражений. Лайки туда, комменты туда, подписывайтесь, если еще не подписаны.